Всем привет, с вами Ная, и сегодня я хочу затронуть такую интересную тему, как отсутствие поддержки в вашем творчестве. Для начала пара слов об этом спидпейнте, который вы видите на фоне. Я очень неудачливо вообще их снимаю, у меня очень часто отключалась камера, а рисовать дальше хочется, поэтому потом я снимала на телефон, здесь будет скакать качество освещения, потому что я рисовала это несколько дней. Это не та работа, которой я прям мега горжусь, но та работа, которой я стала первой после моего выхода из такого продолжительного перерыва в целое лето практически, по разным причинам это произошло. В общем, эта работа послужила таким вдохновлением для меня рисовать дальше, рисовать намного больше. И я запустила таким образом некоторый процесс более активного вообще постинга в Инстаграме, создания рилсов, видео. Так что не столько она важна эстетически, сколько именно как буст для меня. И я не прямо до конца записала этот процесс, потому что после я еще нанесла дополнительный полупрозрачный слой. Так что я просто отдельно вставлю именно результат, какой она вышла. Вы это увидите в самом конце видео, что давайте приступим к теме видео. Я думаю, меня смотрят в большинстве своем творческие люди, и кто-то из вас наверняка сталкивался с тем, что вы не получаете достаточной поддержки от своих родителей, от своих друзей, потому что, возможно, это те люди, которые творчеством вовсе не увлекаются или понимают это на очень слабом уровне, они могут не понимать ценности, которые вы вкладываете в свою работу, обесценивать, не знаю, говорить максимум, красиво, но я понимаю, что этого может быть недостаточно. Может быть, некоторых людей их родители даже осуждают за то, чем они занимаются, что, если честно, у меня в голове не укладывается, но, к сожалению, да, такое бывает. И я хочу поговорить о том, где все-таки получить эту поддержку. Но для начала маленький такой момент, как я думаю, с чем может быть связано отсутствие поддержки, но при этом, знаете, при этом отсутствие и негатива тоже в сторону творчества. Я думаю, это заключается в том, что иногда друзья и родители, они достаточно уверены в вас, они думают, что вы реально крутой чувачок, что вы делаете классные штуки, и они сказали об этом раз, другой, но в дальнейшем они уже не видят смысла об этом говорить, потому что думают, что вы и так знаете, что вы хороши. То есть вам поддержка от них особо не нужна, потому что они думают, что вы так ее ощущаете. Но я понимаю то, что творческим людям нужно слышать периодически то, что все хорошо, их творчество на таком же хорошем уровне, они улучшают его, больше, выше, круче, сильнее становится с каждым своим рисунком, с каждой своей поделкой. Но все-таки где можно взять больше поддержки, чтобы люди конкретно давали отклик на ваше творчество? Первый пункт, конечно, это социальные сети. Хотя тут, если честно, тоже есть такая поправочка, потому что сейчас в социальных сетях довольно сложно развиться как художнику. Мне, например, очень редко пишут какие-то комментарии под работами. Но даже если это какие-то знакомые, которые поставили какой-нибудь смайлик в комментариях, я буду знать, что я нарисовала в достаточной степени какую-то классную картинку, что человек прямо захотел как-то с этим повзаимодействовать. То есть наращивать как-нибудь свое комьюнити, в основном, может быть, даже благодаря рилсам, то есть Инстаграм, Pinterest, Facebook, возможно, это больше так в Европе популярно, я бы сказала. В Твиттере, в принципе, тоже несложно продвинуться, но у меня там не получается. В общем, именно какое-то свое комьюнити делать, особенно если вы рисуете какие-то фанарты, например, то объединяться с людьми, которым тоже интересен фандом, по которому вы рисуете. И, поверьте, там куча актива, там такой движ, Париж иногда бывает. Художники устраивают иногда коллаборации, и вместе с ними привлекается еще больше аудитории, вы помогаете друг другу как-то совершенствоваться, даете отклик на работу друг друга, и таким образом вашему творчеству уделяется заслуженное внимание. Второй пунктик. Я бы посоветовала пойти к какому-нибудь репетитору или на художественные курсы. Не обязательно, чтобы это была художественная школа, потому что там преподаватель будет всегда четко разбирать, какие у вас слабые стороны, сильные стороны, над чем еще нужно поработать, но в любом случае вам будет уделено нужное внимание, вы будете развиваться за этот счет и постоянно получать комментарии своему творчеству.
Даже если все люди вокруг вас в этом вообще не разбираются, будет хотя бы один человек, или если это курсы, группа людей, которые будут помогать вам расти и понимать, что то, что вы делаете, это действительно такой упорный труд, заслуживающий внимания. Дальше, скорее, будет уже для более продвинутых художников, чье творчество не замечают, это ярмарки искусств. В каждом плюс-минус большом городе организуют ярмарки искусств, где можно подать заявку, если вас примут, заплатить небольшую сумму за место и выставлять там свое творчество. Если про вас не знают, это отличный способ саморекламы, особенно если напечатать к этому всему какие-нибудь визитки или бесплатные стикеры. Поверьте, огромное количество людей проходит мимо вас, видят вас впервые в жизни и обязательно скажут вам комплимент, если им понравилось ваше творчество. Я столько комплиментов, как на первой своей ярмарке в жизни, никогда не слышала. Серьезно, меня просто завалили. Мое творчество очень много покупали. Я довольно-таки много заработала в тот мой самый первый день участия в таком мероприятии. И если вас не поддерживают как бы люди вокруг вас или люди в интернете, то есть много людей, которые о вас даже не знают, но им бы ваше творчество очень зашло. Поэтому нужно пользоваться всеми возможностями для саморекламы, которая есть в вашем доступе. Ярмарки, фестивали, какие-то конкурсы, везде подавать заявки, везде продвигать свое творчество. И так как в этом всем крутятся также и творческие люди, то вы будете оценены по достоинству в таких местах. Ну и самое важное, по моему мнению, это иметь какую-то собственную опору в этом плане, вспоминать постоянно, почему вы вообще начали рисовать, что вам это дает, ну или не рисовать, просто делать какие-то вещи своими руками, да. То есть вы же не занялись этим, потому что кто-то вам сказал конкретно, иначе вы бы это уже бросили. То есть это прям привносит что-то в вашу жизнь. Напоминайте себе об этом постоянно, потому что в такое время живем, очень много людей вокруг любят сидеть на диване, листать тиктоки и просто комментировать, что у кого-то что-то плохо получилось или некрасиво, при этом сами из себя ничего не представляют и гнобят вас только потому, что они хотят, чтобы вы были на их же уровне, дабы они на вашем фоне сами себе не казались неудачниками. Очень много завистников вокруг, очень много хейтеров. Нужно просто иметь именно внутренний ориентир, путеводную звезду, для чего вы это делаете, что это дает вам, какое-то невероятное ощущение в душе или жесткое желание именно вот поработать руками, что-то создать, воплотить свой сценарий в жизнь. Это все имеет значение именно для вас. Ни у кого нету памятки, как нужно жить эту жизнь, чем нужно заниматься, чтобы быть успешным. Никто вам не может сказать точно: иди вот работать туда, там будешь зарабатывать кучу денег, например. Нет, все для каждого индивидуально, все живут свою первую жизнь, и поэтому, если вам кажется, что это правильно именно для вас, ваше творчество, там, вышивание, писательство, что-то такое, значит, так оно и есть. Значит, это ваша тема, значит, в этом вы будете продвигаться постоянно, видеть максимальный рост и иметь огромный успех от этого. И никто не может вам указывать, как будет правильно, потому что правильно и неправильно не существует. Это концепт, который придумали люди. В общем, на этом у меня советы, наверное, заканчиваются. Если вы знаете еще какие-нибудь способы продвижения художников или какие-нибудь советы, вдохновляющие продолжать свое творчество, то напишите об этом в комментариях. Всем творческим людям, которые как-то сейчас на моменте стопа, непонимания, продолжать им или не продолжать. Ребята, я держу за вас кулачки, я в вас верю, у вас обязательно все получится. Главное, продолжайте и не обращайте внимания на мнение окружающих людей. Только на конструктивную критику, если вы об этом попросили, а не непрошенные советы. Я вас всех крепко обнимаю. Подписывайтесь на мои социальные сети внизу в описании и на этот канал, конечно же. Ставьте лайки. И всем пока-пока.